Немножко Стамбул покажу, ребят. Облачно, 29 сейчас показывает градусов. Солнышко то выходит, то заходит обратно. Канал Татьяна Обухова приветствует вас из Стамбула. Замуж за турка с сарая, ребят. Как ваши дела? Как настроение? Он на мотоцикле как зажигает. Девочки, как вы знаете, ребят, почему трансляцию сделала? Хочу про Кастамону рассказать вам. Кастамону, как вы знаете, мои родители, ой, не мои родители, а мои свекры поехали в Кастамону пару недель назад. Помните, мы были у них. У них были, с вами вместе мы были. Ой, там Октайчик у меня спит, ребят. Как ваши дела? Как настроение? Я вот здесь сижу, немножко информацию посмотрела. Октайчик спит. Информацию посмотрела. Вот так сделаю. Как ваши дела? Про Кастамону. Что могу сказать? В Кастамону родители находятся, с ними все хорошо. Все хорошо, они на возвышенности. Кастамону, понимаете, Кастамону это город в Турции. Он гористый. Вообще города в Турции гористые. Даже вот Стамбул, он гористый. Вот мы на горочке сверху, да, чуть-чуть вниз, потом там тоже же дома, потом опять горочка. Вот так же и в Кастамону. С горочки в горочку, с горочки в горочку. И там вокруг горы есть. Горы. Сам город гористый. На холмике вот такие. И вокруг Кастамону горы есть. И естественно, как в горах лежит снег. Он тает и образуются речки. Да? Ручейки, речки образуются. Вот в Кастамону есть речка. Речка по-турецки Нихир. Она называется Эзине. Речка Эзине. Вот эта Эзине, она впадает в Черное море. Вот это вот Эзине, как мне муж говорит, муж же тоже там, можно сказать, в детстве приезжал, видел. Она говорит, в городе, в Кастамону, там дома, допустим, с этой стороны горы, с этой стороны горы, и там дома стоят. А вот здесь в низине речка протекает. Понимаете? И вот эта вот речка, можно сказать, ручеек, канал. Ну, весной, допустим, когда снег тает с гор, да, или летом обильные дожди, естественно, речка эта пополняет расширяет свои границы. И, в общем, что получилось? Почему такое наводнение? Почему сель? Сель – это грязевой поток. Дожди были обильные в Кастамону. И грязевой поток вот это смешался, дождь смешалась, вода с грязью, и вот этот грязевой поток не выдержал, а там у них еще есть плотина, в Кастамону есть плотина. И когда обильные дожди идут, эту плотину открывают, потому что плотина не может держать вот эти горные воды. Очень сильный поток идет по вот этой Нехир Эзине, речке Эзине, и он идет в Черное море. Кастамону, он как бы посерединке. А еще же были города, наводнения был Синоп вот с этой стороны и Батыр вот с этой стороны. Вот Синоп вообще на берегу Черного моря расположен. Если Кастамону сюда подальше от Черного моря, до Черного моря надо топать от Кастамону. И Батыр тоже немножко подальше. А Синоп вообще на Черном море стоит. Понимаете? У Синоп там вообще атас. Батыр тоже. И Кастамону вот это за счет речки. За счет речки речка увеличила свои границы. И вот получается в середине города это. Понимаете? В середине города речка увеличила границы. И вот этот грязевой поток, который вам по телевизору показывают, вот это все пошло. А люди же как? Люди же имеют свойства, понимаете, они же хотят, ну, все для народа. Середина такая, знаете, достопримечательность, речка посередине, да. Она, как мне муж говорит, раньше речка, ее можно было вот так перешагнуть. Потом сделали какие-то ограждения, ну, как-то красоту навели.
да, речку ограждения сделали, такие поребрики, мостик сделали красиво. Она же все равно по весне, по лету, когда дожди, когда горные эти снега с гор тает, она же увеличивается. И ей дали немножко пространства. Ограничения дали на эту речку. Понимаете, сам народ дал ограничения. И вот в один прекрасный момент, вот несколько дней, привет, Вайтмон, привет, привет. Рассказываю про Костомону, родители же в Костомону, с родителями все хорошо, они там сверху, у них сухо. Это вот кто, как бы как середина города, понимаете? Кто вот жил рядышком, и речку, они взяли вот это вот, ее берега нарушили, человек нарушил, взял, построил дома. И вот кто жил в этих домах, вот это вот горе случилось с ними. Муж говорит, друг у него есть в Костомону, он ему позвонил, ну, рассказал вот эти все моменты. Да, обнимаю вас, Вайтмон, обнимаю, хорошо. И говорит это, он в магазине, он в бокале работает, друг из Костомону. И говорит, мама ему позвонила и говорит, уходи быстро с магазина, уходи. Он говорит, что такое? Там, говорит, вдалеке что-то идет, что-то непонятное, что-то идет. Непонятно что, но их, говорит, много, какая-то масса идет. Идет именно вот на то место, где ты сейчас находишься. Беги, говорит, скорее. Мама сидела дома, вышла на балкон, смотрит, вдалеке что-то вот непонятное, что надвигается. Ну, женщина необразованная, вообще никогда такое, естественно, не видела. Что-то, говорит, вдалеке надвигается. Беги, говорит, быстро из магазина, убегай. Это вот мне сейчас муж рассказал, мы с мужем по телефону общались. Она говорит, ничего не бери, быстро, говорит, ноги в руки и беги. Он, говорит, выбежал, и там, а эта улица, там кругом магазинчики. Он какой-то, что-то там продает, то ли пекарня у него, то ли, ну, что-то, продукты, короче, он продает. И, говорит, он выбежал, и там это, золото, ну, друзья же стоят все, золото торгуют. Он говорит, бегите, бегите, народ, давайте бежим. Типа мама звонила, сказала, что-то надвигается, что-то большое. Ну, что-то такое огромное, непонятное, ничего не видно, короче. Идет прям вот на наше место, идет, на город идет. Они ему не поверили, посмеялись над ним, а он побежал. Побежал домой. Ну, она ему сказала, домой беги, потому что они на возвышенности. Домой, типа, беги. Вот именно вот туда идет. Он побежал, он спасся вот этим маминым звонком, он спас свою жизнь, а те неизвестно, что с ними случилось. Они золото торговали. Они над ним типа посмеялись. И вот не вру, девочки, сейчас с мужем общалась, я говорю, ты с мамой общался? Он говорит, до этого не было связи. Брату он звонил старшему, брат общался. Интернет очень слабый, девочки, в Турции. А тем более там, а сейчас вот такая вот эта трагедия у людей. Короче, сложно общаться. Но сейчас он дозвонился до мамы, говорит, это, с мамой общался. Все, говорит, нормально. Она... Брат, когда он с братом общался, муж, мама, говорит, это, с балкона тоже наблюдала картину, вот это, поток. Ну, там, где именно родители находятся в доме, им братишка снял квартирку, вот они там 2-3 месяца будут сидеть сейчас. Они не собираются обратно, у них все хорошо. Там, где вот они, переподключение, девочки, было. У них улицы чистые, ничего там не было. Отец ходит в магазин за продуктами, джами посещает пятидневный намаз, пятиразовый намаз. Все хорошо, как бы. Она говорит, я ничего не поняла. Я вижу, ну, вот гам, шум, вот это вот, беготню там. В общем, они не собираются обратно в Стамбул, это нормально. Но это же их родина, понимаете? Это же их родина. Страшно, конечно, страшно, ужас, горе. Говорят, что, ну, написано по официальным данным, 48 человек погибших. Ну,
трупы, которые нашли. А еще сколько не нашли. Это же все в поток пошел грязевой в Черное море. Это если Черное море обратно отдаст, тогда будут находить. А так, конечно, очень страшно. Но это вот буквально, можно сказать, одна улица, вот это главная, которая вот сель, вот эта грязь, вот это поток пошел. И там есть плотина. Но плотину, говорит, когда были очень много, было дождей. И когда дожди пошли, в плотине скопилось много воды, они открыли вот эти шлюзы, но это не помогло. Это ничего не помогло. Вот эта вода вся пошла, грязевые вот эти потоки, все это пошло. И как вам еще сказать? Вот там, где свекровь, допустим, вот от меня до Капитолия, ну, где-то километр, да, где-то километр 200 метров, вот так приблизительно. Понимаете, вот, например, я вот здесь, свекровь вот здесь, Адана, да, это как два района в Кастамону. Адана, допустим, Üsküdar и Кадыкёй, да, вот это вот речка как бы как граница получается между районами. Вот, допустим, свекровь Адана, район Кастамону, а она высоко сидит, далеко глядит, поэтому ей видно, там, так, она же не очень еще, все спокойно, подключение постоянно, все спокойно, все нормально у этих, у свекров. Привет, Олюшка. Спасибо, девочки, мальчики. Да, в этом году не повезло, кроме короны, эти пожары и наводнения в Турции. Да, девочки. Дай Бог всем здоровья и всем это благ. И вот эта вот улица, конечно, ужас, что показывают. И сколько роликов в Ютубе и по телевизору тоже это показывают. Не дай Бог такое, девочки. Вот эти стихийные, природные бедствия, не дай Бог. Уктайчик вон у меня спит, девочки. Не дай Бог. Всем здоровья. Всем здоровья. В общем, вот так вот рассказала я вам, девочки, мальчики. Кастамону, оно как бы посерединке. Вот Синоп, там, наверное, Бартын тоже недалеко от Черного моря. Кастамону не так близко к Черному морю. Сель вот эта пошла. Ужас, конечно. Но люди сами захватили территорию речки. Не нужно захватывать вот эти вот речку. Они ее захватили и по набережной построили дома. И вот эти все дома, все накрылись дома вот эти. Вот. А когда муж говорит, когда в Кастамону проезжали, эту речку, говорит, можно было вот так перешагнуть. Перешагнуть можно было. Понимаете? Какая она была мелкая. А это сейчас она разбушевалась, и он что натворила. Ужас, ужас, я вот смотрю тоже. А в Кастамону есть, девочки, знаете что? Ведущий производитель деревообрабатывающей отрасли Кастамону. Самый крупный производитель ламината в России. Он поставки делает в Россию ламината. Ну и вообще в Кастамону там же тоже деревья. Кругом это деревья. Лес, леса кругом, горы, леса, чистый воздух в Кастамону. Черное море надо немножко ехать, но все равно близко. Поэтому, девочки, Кастамону шикарный и, можно сказать, курортный город. И там вот переработка. И там, знаете, еще что? Сталь варили еще при царской России. Построили недалеко от Кастамону. Как едешь из Стамбула в Кастамону, там по дороге, ближе к Кастамону, когда начинаешь подъезжать, у меня где-то был ролик, я не знаю, может, я его удалила. Там есть еще при царской России построили завод, сталь варили. Русские строили завод. И вот я не знаю, сейчас он работает, не работает. По-моему, он не работает. Может, несколько цехов работает, а весь завод не работает. Там есть именно. Мне муж, он когда ехал, мне ролик снял, и я выложила на YouTube, но что-то там у меня, что-то как-то забраковал YouTube этот ролик. Мне его, по-моему, пришлось удалить. Да, в этом году стихий очень много было, да. Здравствуйте, Фаина, спасибо, что пришли.
Ой, главное, у свекрови все хорошо, девочки. Тоже же связи нету, блин. Позвонить это невозможно. Если дозвонишься, там что-то кваканье, хрюканье, блин, ничего не понятно. Она меня не слышит, мы ее не слышим. Короче, спасибо, девочки, общайтесь между собой. Спасибо большое, девочки, мальчики, кто пришел. В общем, у свекрови, девочки, все хорошо. Она довольна, приезжать в Стамбул не собирается. Ну, раз не собирается, она же паникерша, свекровь. Это один раз, знаете, что было? Давайте пойдем, а то Октайчик спит. Пойду туда. Это один раз что было? Мы пришли, мы, по-моему, жили у свекрови. По-моему, мы жили у свекрови. И жили, по-моему, это с ногой было связано, мы жили там. И там... Сейчас, девочки. Сейчас, девочки, попью немножко. Горячая вода у меня тут. Что-то с радиаторами было связано. В общем, надо было воздух спустить. Воздух, не фурычили радиаторы, надо было воздух спустить. А когда, вы же знаете, воздух спускаешь, неважно какой формы, какой это радиатор, все равно воздух надо спускать. Там на пимпочку нажимаешь отверточкой вот так, и воздух выходит. А воздух же выходит, и бывает со звуками же выходит. И ржавая вода тоже может это брызнуть. И надо потихонечку, а муж что-то, видать, не потихонечку. Короче, как ржавая вода, вот поток, та же из Зины Нехир, блин, как у нас пошла, сель вот эта из радиатора. А свекровь напротив сидела. Это, знаете, когда было? Лет 12 назад было. А отец Джами ушел. Один, по-моему, в школе был. Октай маленький еще. Я тут по хозяйству. Она говорит сыну, типа, надо, говорит, воздух с радиаторов спустить. Баба, типа, ушел, я ему сколько раз говорю, он не спускает. Давай, говорит, сынок, спусти. Ну, муж это пошел. Взял, нашли отвертку, короче, это начали. Может, по-моему, даже не отверткой. По-моему, даже или вилкой, или ложкой. Что-то я не помню точно. Ну, короче, и там вот это вот, как пошло вот это, ржавые брызги, и еще звук такой. А у нее же эти суставы, у нее же искусственные тазобедренные суставы. Она не ожидала такого результата, понимаете? Она же паникер. Она как скочила, как рванула из комнаты. Мы аж офигели с мужем. Мы говорим, вот мама, типа, ой, болей, а как что, руки в ноги и бежать. Она как рванула, моментом ее пуля сдула, понимаете? Фыртына, момент, и нету ее. А на диване напротив сидела. Она вот от неожиданности вот это, она думала, сейчас как бабахнет. Она как рванула из комнаты, мы так ржали вообще. Ну, конечно, было потом... Срача было столько, блин, надо было все. Ну, и я все мыла там. Вот это вот момент я никогда не забуду. Поэтому свекровь паникер, она не будет сидеть там ждать своего последнего часа. Она ноги в руки и рванет. Она говорит, ничего, все нормально. Вот сейчас муж разговаривал, вроде как-то связь получше. Но он, видите, что еще? Он же... Югдаширда находится, у него интернет используется, что он за границей. Сейчас, девочки, я вас почитаю. Он же за границей находится, понимаете? И турецкий интернет использует, у него более качественный интернет. И он смог дозвониться, а у нас-то внутренний интернет, поэтому у нас плоховатенько, а у него получше интернет. Поэтому он смог дозвониться до свекрови, вот общался. Она довольна, все нормально, спокойно. Она, в общем... Она не будет сидеть, я говорю, ждать своего последнего часа. Она рванет, если что. Ей пофигу. Она рванет. Поэтому она спокойно, нормально. Как бы мы-то ее уже характер знаем, поэтому мы успокоились. Тем более отец ходит в намаз 5 раз в день. Там, где они живут, у них повыше, и у них нормально. Они не это. Ну, видят они, слышат, конечно, разговоры, соседи, тут все. Они не пойдут в ту часть города, где вот эта трагедия случилась. Они туда не пойдут. Ну, ей 72, а ему 83.
Им это надо. И их отвезли, их также обратно привезут. Водитель их отвез, водитель за ними приедет и привезет обратно. Поэтому столько горя вот эта речка Изине. Ну, понимаете, человек сам виноват. Получается, человек сам забрал вот это вот границы речки, построил дома там, где не нужно было. Понимаете? Это же может быть раз в 100 лет. Это же каждый год не случается. А человек подумал, ничего не будет. Столько лет ничего нету, и увеличится немножко там на несколько метров. А это выпало осадков в Кастамону. Софа, идите в баню. Кто вы? Хватит обсуждать. Какая вы сплетница? Чё? Я ничего не поняла. Господи, детей настраивайте против. Каких постоянно здесь говорят, что других племянников любят больше, а их нет. Какая вы сплетница? Господи, Софа, у вас такое красивое имя, а вы тут всякую ерунду пишете, честное слово. Ладно, я вас блокировать не буду. Бог вам судья. Хейтеры мне тоже нужны. У меня вообще хейтеры хорошие, видите, как культурно написала. Я вам говорю ситуацию со свекровью, что моя свекровь в Кастамону, а в Кастамону такое трагедия. И я не говорила, вы прям как сплетница. Да ради Бога, Господи, здравствуйте. Каждый же судит по себе, девочки. Рада, что попала на прямой эфир. Бейла, спасибо, что пришли. Спасибо большое, девочки, обнимаю вас. В сентябре. Ну и Хошки один из Фаина вашим детям в Турцию. Они же приедут на курортные места, правильно? Будут же в Анталии, скорее всего, Бодрум, Белек, там будут. София, я вас не буду блокировать. Мне такие люди тоже нужны. Оставайтесь. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем параром. Зачем зашла на эфир? Не нравится, приходите на... Девочки, не реагируем. Похолодало. Девочки, я сегодня капец замерзла. Я проснулась в 12 часов ночи. Вру. Я 3:30 ночи только спать легла. Я проснулась где-то в 3:30, побежала за одеялом, схватила одеяло. У меня рядом под боком зимнее одеяло, но оно очень толстое. Я побежала, пике такое легкое схватила. Короче, холодно. Да куда ж без хейтеров? Куда ж без хейтеров? Я даже рада. Если хейтеры, значит популярность. Девочки, расту как на дрожжах. Девочки, я рада. Софья, я вам тоже желаю всего хорошего. Байтмон. Девочки, спасибо большое. Короче, я схватила одеяло, пике и накрылась. Пошла, мальчишек тоже накрыла. Ну, мальчишкам жарко. Я у них постоянно спрашиваю. Привет из Киева. Привет, Наталья. Дякую, что пришли. Схватила, накрыла. Ну, потом утром пришла, мальчишки все раскрытые. Не это. Павел Дамчук. Привет, здравствуйте всей семье. Спасибо. Из Саратова. Привет, спасибо большое. Девочки, мальчики, спасибо, что пришли. Таня, привет, Гахор. Привет, земляки мои. В общем, прохладно, девочки, по ночам прохладно. Ну, видать, дожди. Может быть, там, где живет свекровь, может быть, там тоже дожди идут. Ну, в смысле, в Стамбуле, где она живет, Кючук-Чекмедже, ближе к Мраморному морю, там частенько дожди идут. Я так за погодой в Стамбуле не смотрю, но у нас похолодало. Вот сегодня конкретно, девочки, переподключение у меня. Не знаю, что такое. Я же говорю, интернет. То, что я рассказываю, мой канал о моей жизни, девочки. Вот у меня сегодня хреноватенько, допустим, настроение. Я вам постоянно парафините родственников мужа. Да где? Ткни мне носом, ткни, любименька моя, ткни мне носом. Где я парафиню мужа? Родственников типа за глаза. А в глаза не можете им сказать все, что думаете. Взрослая женщина, блин, не стыдно. Вот прикинь, не стыдно. Это как мне один раз, знаете, что написали? Я же говорю, девочки, 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 девочки. Одна тоже написала.
Не выдержала, видать. Ой, мне вас жалко, девочки, вот которые вот, знаете, за глаза. Я вас знать не знаю, видеть никогда в жизни не увижу. А вы вот меня смотрите и пишете такое это. Вот у вас нервы какие. Я бы так не смогла постороннему человеку зайти и вот это вот все написать. Я так... Если мне не нравится, я мимо пройду. Значит, она зашла... Ой, уже из мысли все вышло, блин. Она зашла... Что же она написала мне? Ой, что-то написала... девочки, я же говорю всегда, девочки. Она говорит, ну, типа, запарила, девочки, тебе сколько лет? Ты все в девочках. Я ей отвечаю, типа, прикинь, 50 лет, а я все девочка. Она пишет, а мне, говорит, сколько-то она написала, 30, сколько-то она там написала. Я, говорит, в 30 уже, типа, женщина. Я говорю, прикинь, я в 50 девочка, а ты в 30 уже баба. О, не каждому дано. Привет из Узбекистана. Да, девочки, хотите забаню? Да, девочки, не обращайте внимания. С холодильником, да, девочки, фурычит. Все фурычит. Девочки, если у меня плохое настроение, вот под руку попадется кто-нибудь, ох, забаню. А сегодня у меня хорошее настроение, девочки. Я сегодня добрая. Как там это написала? Хитрая лисая. Телькия, девочки, телькия. Да, я простая русская баба, девочки. Вот что на языке, что в уме, то и на языке. Потом сижу, думаю, нафига я это сказала, блин. Вот не поймут же, вот придут вот такие софочки. Одно видео пару раз там, может, 2 видео посмотрят и сделают вывод, и не поймут. Это чтобы понять меня, мой характер. Это вот у меня сколько лет существует мой канал? С 18 апреля 2018 года. Вот если вы, Софочка, посмотрите все мои вот эти видео, вы поймете мой юмор, мои эти... В чужие сандали-то легко одеть, а ну вам надо вот эти мои сандали? Мои сандали вам нужны, девочки? Софочка, тебе нужна такая обувь? Ну, если нужна, то, пожалуйста, ходи. Нужна тебе такая обувь? Я думаю... В общем, хейтеров я тоже люблю, уважаю. Девочки, ну пишут же, смотрят, пишут. Это же какое нужно терпение иметь, представляете? Сидеть, пыхтеть, кряхтеть. Вот еще же надо что-то думать. Гадости-то оно легко написать. Она же не гадости пишет, она же культурно пишет. Ну, я не знаю, девочка это или мальчик. Бог его знает. Короче, в Костану, девочки, царствие небесное всем погибшим. Не дай Бог такое горе. Ну, свекровь довольна. Свекровь довольна. Девочки, я знаю, какая моя свекровь. И она знает, какая я. Она нас всегда сравнивает, Гелена. Я ей постоянно говорю, не сравнивай, что ты нас сравниваешь. Я вообще, говорю, из другого теста. Я вообще инопланетянка для вас. Не надо меня сравнивать. У меня своего говна хватает. Я как это. Когда вот до сюда доходит, я потломыщ, говорю ей. Тогда буду говорить. А так я могу терпеть. Потом тогда будет всем оттас. Моя свекровь тоже не ангелы, девочки. Да мы все не ангелы. Мы ангелы, когда спим, зубами к стенке, как говорится. А так что? В общем, Софочка, забаньте, все равно осадок нехороший. Не кажется, тут уже все свои. Да, девочки, мы все свои. И мне 51, и я девочка. Правильно, девочки. Какие цены на продукты? Повышение? Повышение было, да. Да. Было повышение, девочки. Все, что не повысилось, понизилось в граммах. Это у нас уже традиция такая. Если повышения не было на что-то, значит в граммах понизится. Арбузы немножко подорожали. Дыньки тоже подорожали. Фрукты. Ну, сейчас сезонные фрукты какие? Инжир пошел. Вот где-то дней... Ну, наверное, дней 5. Девочки. Инжир пошел. Честно, еще не покупала, потому что есть некому. Если я захочу, я пойду штук 5 куплю. Покажу вам. Трафик.
Трафик, девочки, 2 гигабайта осталось. Вот персики есть. Виноград черный пошел, виноград без косточек зеленый. Потом дамский пальчик я люблю, девочки, скоро будет. Груши сейчас сезонные. Инжира, что-то я не вижу инжира. Вчера был вечером. Нету. Нету. Завтра будет понедельник, завтра привезут инжир. Бананы. Мы бананы покупаем почему? Потому что Октайчик, Айдынчик себе оладушки делает. Груши, сливы, вот, Анжелика сливы. Цена, ну вот я вижу около 30 лир. 22, 25, 28, вон. Девочки. Вот так вот увеличу, вот, смотрите. Цены видно, вот слива Анжелика, груши, нектарин, персики волосатые, виноград, дыни вот в ассортименте, девочки. Арбузы вот эти зеленые без косточек, яблоки. Ну, яблоки еще рановато. Яблоки еще, девочки, в конце августа начнут. Арбузы, дыни, помидоры, огурцы. Помидоры, огурцы тоже, девочки, в цене увеличились. Все, зелень. Все. Девочки. Вон даже портокал есть, девочки. Но это, знаете, что? Апельсины. Апельсины для выжимания сока. Сок выжимать. Вот солнышко выглянуло, а вот смотрите, облачки много. Может быть и дождик будет, не знаю. Не знаю. Иногда объявляют дождик, но его нету. Как там, девочки, в чате у нас? Тихо, спокойно? Привет, Светлана, отличный выбор. Привет, Светлана. Спасибо, девочки, мальчики. А мне 68, и я девочка. Девочки, конечно, мы все девочки. Возраст же не в паспорте, там циферка. Возраст вот здесь всегда живет. Вот здесь. Правильно? На языке возраст живет. А вы по гороскопу кто? Рак. Рак. Смотрю, цены в гривну дорого. Дороговатенько, девочки. Для турков дорого. Я же говорю, минималка какая у нас? Минималка около 3000. И я рак. И для турков дороговатенько. Вот сыну дали, вот я же вам показала и говорила до этого, что сыну дали карточку на еду. В офисах люди, которые работают, и в некоторых фирмах это делают. Дают карточку, вот даже когда у нас младший братишка работал, мы сюда приезжали, он тоже нас кормил на свою карточку. Приедем, он говорит, пойдемте, говорит, я вас сегодня буду угощать. Еще же не каждый ресторан, не каждый магазин вот эти карточки принимает. Вы заходите, сыну дали 750 на месяц на еду. Он может пойти, допустим, либо заказать себе в офис еду, принесут, либо пойти сам в ресторан там, или в какое-то кафе поблизости возле офиса и купить. Ну вот смотрите, вчера вот буквально они заказали Адана кебаб. Не, вот я вам сейчас расскажу, а вы сами сделаете вывод, хватает или не хватает. Они вдвоем с Октаем, Айдын обычно спрашивает, будете? Я говорю, я не буду. Девочки, что я там буду? Я кусочек попробую, мне вот так хватит. Я говорю, повторное переподключение. Он, короче, заказал 4 Адана кебаб. Так, я уже как-то показывала вам это. Адана кебаб в лаваше мясо. Ни овощей, ничего нету, только одно мясо. Такой дурум. 4 упаковки он заказал. Это значит, в каждой упаковке по 2 дурума. Потом он заказал, лахмаджун заказал. Ну там фарша столько. Раньше было больше. Что-то с каждым разом все меньше и меньше. Сверху вот так посыпка фарша же делают, размазку. Там такое брызги фарша он сделал с овощами вместе. Лахмаджун. Сколько он заказал? Штук 8, что ли? Штук 8 лахмаджуна он заказал. 4 упаковки лаваша, 4 на 2, ну где-то 8 штук вот этих дурумов. Адана кебаб. Что он еще заказал? А и там бонус дают 2
2 коробочки ему дали соленья, туршу вот это. Капуста, помидор, морковь, огурец, перчик. Туршу. Сейчас, девочки, я вас почитаю. 2 упаковки. Вот такие вот маленькие, квадратненькие, пластиковые. Потом 2 упаковки, как это называется? Шакшука типа. Не шакшука, соус. Ой, девочки. Помидор, лук, петрушка рубят. Такой вот ножик есть, вот так вот, рубленный, короче. Не прокрученные, не протертые, а рубленые. Помидор, лук, ну это по желанию лук, в этом было. Эзмеси, короче. Соус помидорный, петрушка и горький перец. Можно пульбибер, порошок, можно горький стручковый вот этот порезать. 2, это бонус, подарка типа дали. И все. Айран, если хочешь, отдельно доплата надо делать. Все, девочки, 250 лир он за это отдал. А на карточке 750. Это за раз 250, вот, чтобы мальчишкам вдвоем покушать. Но это им на 2 прихода. За один присест они это не съели, потому что это много. Это на 2 раза. Вот они с утра заказали и к вечеру потом доели. Они целый день вот этим питались. А я сделала им куру фасолья, но не классическую, не традиционную. У меня салча не было, потому что томатной пасты я помидоры положила. Они не хотели. И блинчики нафаршировала. Блинов напекла. Я люблю, я блинная душа, девочки. И я напекла блинов и с фаршиком от курбана. Фаршик же мы сделали. Фаршик я им сделала. Блинчики. Вот, девочки. Блинчики. Они это не кушали, они это не захотели. И 250 они отдали. Девочки, а это на месяц дают карточку 750, а они за раз 250. Ну, Айдын же берет с собой, он же оладушки делает, поэтому мы бананы постоянно покупаем. Оладушки свои делает, протеиновые, овсяные. И он курицу себе жарит, как бы, понимаете. А еще на эту карточку можно пойти купить как готовую еду, также можно купить мясо. Я ему всегда говорю, купи мясо. Он говорит, уже говядину не хочу кушать, для меня, говорит, она жирная. Я, говорит, буду курицу покупать. Он курицу. Курица дешевле, девочки. Но сейчас она подорожала, ну ладно, 30 лир за килограмм куриное филе. Смотря какой магазин это будет. Или говядина. Минимум 70 лир за килограмм вы отдадите. Есть разница? Есть. Или 2 килограмма курицы вы купите, или килограмм говядины вы только купите. Девочки, давайте почитаем. А я оладушки из овсяной муки готовлю. Ну и мы тоже так же. Блины самое сытное блюдо. Да, девочки, я люблю блины. И мальчишки тоже едят. Муж нет, муж не ест. Креп по-турецки называют. Даже ни разу не слышал такие блюда. Здравствуйте, Татьяна. Айдын Октайчик. Спасибо большое. Хорошего, удачного дня. Взаимно. Кастамону Чокечмиш Шолсу. Evet. Таня, мне кажется, мои комментарии не проходят почему-то. Нет, я вас вижу, Австралия. Я вас вижу. Я даже не знаю, девочки, иногда как вас зовут. Вот, простите меня, поганку, блин. Хоть имена мне напишите, пожалуйста. Брызги фарша. Ну да, хорошо у меня огород кормит овощами. А вот фруктов в этом году не из-за жары или молодые деревья не было, да, фруктов. У нас таких карт отродясь не было, сыну хватает. Ну вот, девочки, делайте вывод. У нас тоже в этом году все дорого. Эти карточки рассчитаны на гамбургеры. Гамбургеры, потому что дешевле. Котлеты в хлебе. Ну, это где повезет, смотря в каком, вкусно, невкусно. Ну, от них мне всегда, говорит, 18, Светлана. Девочки. Овсяную муку. Ну, мы хлопья берем вот эти. Юлаф из Месси. Блендеруем, получается мука. Яйцо он добавляет, там свои порошки добавляет, эти бананы, эти толчет, и в общем вот так вот, девочки. Так что я за свекровь спокойно, хоть там, как написали, хитрая я. В общем, спокойно. Муж тоже успокоился, что это. По интонации голоса же сразу понятно, когда позвонишь ей, сразу по интонации голоса понятно, она спокойная или нет. Потому что я же не вчера замуж вышла. Я уже чувствую
по интонации голоса, как ее самочувствие, как она себя ощущает. Понимаете, поэтому. А баба, может, не скажет, а мама сразу все скажет. Плохо ей там или хорошо. И она там не будет сидеть. Если что, она такси возьмет и приедет. На автобус сядет, приедет. Они же раньше, когда денег-то не водилось, по автобусам ездили. На автобус садились. Вчера на кейке ваши с пирогом. Она передала вам спасибо, хочет испечь. Ой, спасибо, девочки. Спасибо, Света. Удобный, девочки, удобный. Удобный. Я эмоциональная, девочки. Ух! Ну, я по настроению, я как по погоде. Ура, заработала я про свои комментарии. Как там говорил Матроскин? Айден берет из дома еду, да, девочки. Прямое ожирение. Ну, это потому что не сочетается мясо и хлеб. Надо по отдельности. Либо хлеб, либо мясо. Но Айден хлеб не ест. Девочки, спасибо за вашу активность. Всех вас люблю и обнимаю, девочки. Диван удобный. Диван удобный, когда вот... Ну, диван не для моего мужа, девочки. Мой муж же это... Хомячок, симпатичный толстячок, понимаете? Это не для него. Ну, хотя мальчишки вот вдвоем, если вдвоем они... Ну, короче, диван где-то 180 килограмм выдерживает. Вот вдвоем они ложатся. Я не рискую с ними вместе ложиться. Что-то мне это. Потому что почему? Там нету вот этих палок. Если бы эти палки были, они... Вот я жалею вот тот старый диван. Ну, нету такой конфигурации диванов в Икее. Я бы купила без раздумья бы еще раз такой диван. Старый, который я вот вам показала. С реечками вот с этим. Уж больно... Почаще надо было реечки им бы придумать, более усовершенствовать вот этот диван. 100 лет этот диван прослужит. Чехлы все снимаются, можно простернуть чехлы. Вот этот диван, чехлы не снимаются. 3 подушки зато хорошие. Ну, в общем, Октай спит у нас на этом диване, и я лежу, телек смотрю. Канал Победа, девочки, у меня есть. Да, в Икее не все качественно. Ну, это же... Более, Икея же не для, как бы мой отец сказать, не для высоких умов, для среднего класса, можно сказать, Икея мебель, понимаете? Богатые-то из Икеи не покупают. Мне нравится Икея, не все, но нравится. Огонь, да. Да-да, для здоровья. Мы хоть и девочки, но за здоровьем следить надо, да, девочки? А мы любим Киев. Я тоже люблю, девочки, люблю. Вот эти вот, О, 100 лет они у меня уже, девочки. 100 лет. Уже видите тут? Вот эти вот. Это я купила, я не... Переподключение. Я купила, знаете, когда это? Когда приезжала в Турцию и открыли здесь Икея. Мы приехали, и нам брат старший говорит, у нас Икея открыли. Мы говорим, а что это такое? Ну, магазин, говорит, мебельный там. А там еще мало было выбора. И там вот эти вот лежали. При входе, как входишь, вот эти вот штуковины лежали. Набор. Там ложка, какая-то черпалка, там набор, короче, штук 5, что ли. Я ее схватила, и вот эти, я уж не помню, сколько лет. Но, ну сколько? Ну, 15 лет 100% вот этому. Вот, видите? 15 лет вот этой. Я в Ташкент повезла, потом из Ташкента сюда привезла. Я же экономная, девочки. Я же экономная от коры. Понимаете? Мне тоже нравится Икея. Я и столы письменные. Вот, да, для мальчиков покупала. Очень хорошие, девочки. Вот как Света говорит, не все, но... Ну, мне нравятся шкафы. Вот эти стройные. Такие есть вот у Светланы. Включила посудомойку, закинула белье в машинку и пылесос запустила. А сама сижу с чайком в вас, Танечка, смотрю. Вот времена-то настали. Вот, девочки, не говорите. Не говорите, девочки. Спасибо большое. А мы любим Икею.
Спасибо, девочки. И я работу кинула, смотрю, Таня. Спасибо, девочки, большое. Ой, мои роднульки. Вот мои роднульки. Вот. Вот, вы спрашиваете, мои подружки. Вот, вы же мои подружки. Вы же мои подружки. Я вот все оставляю, новое приходится покупать. Уже 3 раза меняла место жительства. Ой, девочки. Сколько раз я меняла жительство с чемоданами. Я вон до сих пор на чемоданах живу. Да еще бы кто приготовил за нас. Вот точно. Хотя, знаете, девочки, кастрюльки есть всякие, пароварки, шмароварки. Ну, что-то, не знаю. Мне легче вот так стоять и мешать. Роднульки, почему мало лайков? Ой, буду на... Роднульки, говорит, почему мало лайков? Вот мои роднульки. Так мы же на аренде. Мы же на аренде, девочки. Не знаем. Не знаю, что нам день грядущий сулит. Страна рецептов. Спасибо, девочки, за лайки. Нина, очень хотелось бы пожить в Стамбуле. Я пенсионерка. Покупать недвижимость дешевенькую все равно страшно. Не миллионер. Девочки, в Стамбуле недвижимость дорогая. Вот напротив дом я вам показала в начале стрима. Там вывесили. Девочки, у меня не в то горло, если попадет, то все, капец. Там вывесили. Вот сколько мы здесь живем, столько он лет и вывешивает. Он периодически вывешивает, потом опять выбирает. Опять вывешивает, опять выбирает. Там у него, видать, это щелкнет, он вывесит. Хозяин продает, сам хозяин. Не эмлакчи. Эмлакчи берут проценты, а это сам хозяин продает. И 875. И уступки не будет. Уступки нету. 875 тысяч теле. Но у него квартира чуток поменьше нашей, квадраты. Чуток. Допустим, я не знаю, сколько у нас. Если, допустим, 110, то у него 100. Если у нас 130, то тогда у него 110. Ну, вот так. Ну, я так образно округляю. Поменьше у него комнаты. Ну, тоже 3+1, 875 он хочет. И ни куруша не уступит вам. Но он сам ее продает. У нас вот здесь махаля, у нас махаля дорогая, девочки. Вот моя махаля, она дорогая. Почему? Потому что здесь спокойная махаля относительно. Если какие-то кражи происходят, это кражи происходят, это, ну, кто-то приходит, залетные. У нас здесь нету таких людей, которые это, ну, занимаются какими-то там темными делишками. Таких нету. В Махале, Махаля давным-давно уже живет. Здесь дома в основном едут, девочки. Ой, блин. Надо уходить, убегать. Убегать надо. Ой, блин. Светофор же у меня. Я жила в Бакиркёе, тоже хорошая Махаля. Все рядом. У нас здесь все рядом. Сейчас машина проедет, на светофоре стоит, музыка играет. Здесь у нас школа есть, начальная. Вот здесь у нас здесь 3 школы. 1 начальная и 2 начальная плюс среднее образование дают. Среднее образование — это значит 8 классов. Лицей у нас здесь есть. Ну, лицей у нас Анадолу, лицей. Туда попасть сложно. Туда много сейчас этих баллов надо набрать, чтобы попасть. Анадолу лицей — это значит... Туда там профессию не дают, это государственный лицей, и там, значит, очень высокий пуан, балл. Туда сложноватенько. Там 425 и выше Анадолу лицей. Ну, как правило, по статистике. Потом у нас здесь американ тоже. Ну, у нас здесь лицеи все с большими пуанами, с большими баллами. У нас здесь нету
Нету маленьких лицеев. Американ лицей нужно и баллы высокие, и плюс вы еще будете платить. Там рядом 2 торговых центра. Карусели по Капасити, больницы, школы и много магазинов. Больница у нас здесь, госпиталь есть, поликлиника есть, АВМ Меркези у нас Капитоль, недалеко, вот, километр с лишним. Сейчас, девочки, я вас почитаю. И лес у нас здесь есть, Фетих Паша Курсу, лес рядышком. Там в лесу я вам тоже стрим один раз забабахала. Сидеть можно на набережную смотреть. Куск, Девичья башня недалеко, набережная Босфор, все недалеко. Транспортная вот эта линия, метробус недалеко, там пару остановок до метробуса, вот эти посередине шоссе, которые по магистрали шпарят автобусы, вот это метробусы называются. Метро, вот, буквально одна остановка. И у нас дорогая Махаля. Туда вниз, если через дорогу спуститесь, там дешевле. Почему дешевле? Ну, как бы так, культурненько сказать. Она не очень благополучная, эта Махаля. Там неблагополучные. Вот, поэтому она дешевле. И туда, с нашей Махали, туда люди не пойдут жить. А чтобы пойти в другую Махалю, ты должна знать. Ты же не будешь, ты когда квартиру покупаешь, ты же не будешь спрашивать. Хозяин, конечно, вам скажет, да, у нас все хорошие соседи. Когда вот в Ташкенте мы покупали квартиру, мы спросили, как соседи. А потом, когда мы вселились в эту квартиру, начали жить, мы поняли, какие у нас соседи сверху. И неблагополучные соседи у нас были. Это про Ташкент я сейчас говорю. Понимаете, здесь таких... выпивают люди, не до такой, не до рогов, понимаете. Нормально, в этом плане я не про это. Я говорю, что в гости же к людям приходят гости табунами, понимаете. А эти гости же там посматривают тоже. Я вот в этом плане. Короче, моя Махаля хорошая, я из нее не хочу никуда выходить из своей Махали. Никуда. Я в прошлой неделе была. Поэтому, девочки, в нашей Махале дома дорогие. В Стамбуле дешево район Беликдюзю. Там много русскоговорящих. И, допустим, если в моей Махале за 500 ты купишь сарай, в прямом смысле по-русски, если, то за 500 в Беликдюзю 140 квадратов Беликдюзю. Но там все далековато. И если у вас детки учиться планируют где-то там в институт, то это будет проблематично. С Беликдюзю добираться, потому что все нормальные институты все-таки расположены Мальтепе, вот, где? Кадыкёй, Мальтепе, вот европейская часть, туристический вот этот центр, больше там. А с Беликдюзю мне 100 километров ехать до Беликдюзю. Это каждый день надо будет, понимаете? А еще линия метро не пущена до Беликдюзю. Это планируется, будет. Это все в планах. Но в Беликдюзю тоже обустраивается. Там зелени много. Там много магазинов всяких. Торговые центры строят, школы, детские сады, лицеи. Но с институтами там проблемы. Там есть свои институты, но они тяжело будет найти потом ребенку, окончивший институт. Да что такое сегодня, девочки? Все, проехала машина. Светофор же у нас здесь. Я же живу на светофоре, под мостом. Понимаете? Под фонарем, как у блока-то. У блока это. Ночь, фонарь, аптека. У меня и аптека тут есть. Вот, я так живу. Девочки, давайте почитаю. А то болтаю. Трындю да трындю. $50 за Аджибадем. Аджибадем тоже далековато от меня. Тоже старый район. Беликдюзю новый, а Аджибадем старенький район. Спасибо большое, баба. Вот из Москвы человек меня смотрит. Привет, спасибо большое. Обнимаю вас всех, девочки. Дорога, да, здесь рядом. Как с медицинской обстоят дела? Да хорошо, девочки. Я вот про себя же, про онкологию рассказывала. Есть бесплатно, но будете в очереди стоять долго. А есть платная медицина.
Аренда жилья дорогая. Да, девочки, повышение. Вот мы платили, мы сейчас будем 3000 платить. 3000 лир за месяц мы будем платить. Но это еще дешево, по-божески. 3500 наша квартира. Если мы уйдем и другие жильцы придут, он будет 3500 поставит аренда. Ну, он здесь немножко ремонт, подшаманит. Там рядом 2 торговых центра. Ага. Снимите квартиру месяц на 6. Поживете, приглядитесь, и сами все поймете, что вам делать хорошо. Там, где нас нет, начните с нуля, а не просто. Да, начинать с нуля не просто, девочки. Мне кажется, Нина, вам лучше в Стамбуле, мне кажется, лучше в курортном месте. Анталия, там, Бодрум. Стамбул, жизнь дорогая. Бакиркёй. В Турции за 2 миллиона. Ух ты ж, за 2 миллиона. У нас здесь тоже есть. У нас новостройка 2+1, ну и 3+1. Ну, это 3+1, это если 2+1 квадраты позволяют, допустим, 140 квадратов, они из этих 140, вообще по плану 2+1, это 2 спальни, 1 зал. Они сделали 3 спальни, 1 зал. Из 140 квадратов можно и 5 комнат сделать, естественно. От миллиона новостройки начинаются, но это зависит от этажности. Чем ниже этаж, тем он дешевле. Чем выше, в Турции, если этаж чем выше, тем он дороже. В Ташкенте наоборот, нижний этаж дороже, верхний дешевле. А в Турции наоборот. Девочки, я так сумбурно отвечаю на ваши комментарии. Спасибо, Фаина. Спасибо большое. Цветы от Фаины. Вот канал, значит, да, у Фаины. Приглашает вас всех, девочки. Зайдите, посмотрите, гляньте, что там у Фаины на канале. Да, роднульки, где лайки? Вот молодцы, девочки, так красиво написали. Спасибо большое, Фаина. В общем, вот такие дела, девочки. В Кастамону пострадавших официально 48 человек. Царствие им небесное. Это тех, кого нашли. А еще же в море. Море, поток сильный был. В море унесло. Там, как найдут. Еще же 1+0 вторичку. Лишь бы здоровье не подвело. Нет, вот будет все зависеть от какого района. Район, знаете, если вы хотите набережную, ну, Босфор, да, либо Мраморное море. Вот Мраморное море можно. Бейlik-Düzü, но это далеко вам будет до аэропорта добираться. Новый аэропорт. Далеко. Туристический центр Стамбула, и вот, допустим, Üsküdar, ну, Üsküdar большой район. Можно посмотреть 1+0, да? Ну, в Üsküdar'е можно найти. Можно найти в Üsküdar'е за 500 и 1+0. И за 250 тысяч, что ли, можно найти 1+0 вторичку. Вторичку, я говорю сейчас. Вторичка это что такое? Это дом больше 25 лет. Вторичка будет. Постройка дома больше 25 лет. Можно найти. Саладжак, например. Саладжак. Вот я недавно смотрела. Саладжак это вот непосредственно напротив Кыскулеси, Девичьей башни. Туда в горку, если подниматься, будет Саладжак. Это тоже Üsküdar. Это все Üsküdar. Значит, самый верхний этаж 875. Но она большая, вам она не надо. Там 4+1. Потом 1+0. Можно найти, девочки. Если искать sahib.com латинскими буквами. Я думаю, вы знаете уже этот сайт. Зайдите, и там, ну, там все по-турецки, видите? Там все по-турецки. Ну, там можно разобраться. Через Translation переводчик можно вот эти слова копировать, переводить. Там вы поймете. 2-3 дня посидите. Сначала будет сложно, а потом будет все понятно. Sahib
sahibden.com латинскими буквами. Если зайдете, там все, там есть как от хозяев, так и эмлакчи от офисов этих, которые занимаются, этих риэлторов. Но риэлторы берут процент. Берут процент. И если он турецкий риэлтор, как вы с ними будете общаться? На турецкий? Не все же английский знают. Поэтому с русскоговорящими, может быть, вам риэлторами связаться. Но вот на Анталийском побережье русскоговорящих много риэлторов. В Стамбуле тоже есть. Бакыркёй вот риэлтор есть. Бакыркёй. Смотрела, только переписываться не могу. Вот, видите, турецкий язык. Лайк поставила. Спасибо большое. Спасибо за лайк, девочки. Знакомая с семьей уехали в Измир, далеко от вас? Ну, конечно. Измир это второй по величине большой город в Турции. Он, ну как, если Стамбул вот здесь, то Измир вот здесь. Как это сказать? В глубине страны. Стамбул на окраине, с запада, а Измир, он больше на карте, если смотреть, то он больше в глубине Турции находится. В общем, видите, языковой этот барьер у вас. Поэтому лучше с русскоговорящими. А русскоговорящих риэлторов больше на Анталийском побережье. А почему именно Стамбул вы хотите? У вас какие-то приоритеты на Стамбул? Почему? Типа история, да? Походить по музеям. Мне кажется, вам лучше на Анталийском побережье будет. Там и дешевле, и легче можно найти. А в Стамбул можно прилететь на экскурсию. Приеду зимой и буду думать, искать. Удачи вам, Нина. Удачи. Я не... Девочки, будем закругляться. Час посидела, вам рассказала. Наболтала, набрехала, вот как одна сказала, набрехала. Хитрая, говорит ты. Хитрая. А моя свекровь говорит всегда акылы. Акылы. Вот. Акылы это имеется в виду тельки. Хитрая. Умная, хитрая. А если хитрая, значит умная. Поэтому... В общем, всех вас обнимаю, девочки, мальчики. Всем большое спасибо. Если кого не прочитала, извините, девочки, когда этот эфир выйдет? Эфир выйдет, наверное, на следующий день. Удачи вам всем. Может, у кого день рождения? С днем рождения вас, ребята, поздравляю. Всех благ вам, всего самого доброго и светлого. Всех вас обнимаю. Спасибо, девочки, что пришли, мальчики. Здоровья вам. Ну, хитрая, что поделать. Хитрая. Все. Спасибо за эфир. Спасибо. Напишите, как вас звать, Австралия. Я не знаю, как вас звать. Спасибо, девочки, мальчики. Всех вас обнимаю. Пока. Спасибо за лайки. И следующее видео, знаете, девочки, будет про племянников. Мы же здесь с ними куролесили с племянниками. Покажу. В среду, наверное, да, девочки? В среду загружу. Среда, суббота новые видео будут выходить. Сегодня про Кастамону рассказала. Почему? Потому что спрашивала Оля из Питера, как ваши свекры в Кастамону. Я же, понимаете, я же не хочу вас грузить вот этими своими проблемами. Я же говорю, вам оно надо, у вас своих хватает. Раз вопрос был, я под комментарием ответила, смотрю, там лайки поставили люди, значит, интересуются. Думаю, раз родители из Кастамону, надо, Октай алярм играет. Всего, девочки, доброго. Все, девочки, прямо про жизнь, этим и ценные ее видео. И критиковать тут неуместно. Да, девочки, критикуйте. У меня сюда входят, отсюда выходят, девочки. У меня все обо мне любимый, как говорится. Вот у меня сегодня хорошее настроение. Я, когда плохое, стараюсь не показывать. Ну, видите, люди читают, наверное, вот здесь у меня написано. Я тапками бросаюсь. Ладно, сама буду свекровью.
Есть такое, девочки, но у нас есть в семье, что у нас это... Ой, ладно, а то опять сплетницы я послушаю. Все, буду закругляться. Пока.